Привет, дорогие друзья! Ну что, это обещанное видео по грязной бомбе. Давайте порассуждаем, подумаем. Сейчас новости происходят прямо вот по ходу записи. В частности, в ООН будет вынесен вопрос Российской Федерации по созданию этой грязной ядерной бомбы. Второе заявление, меня оно порадовало. Порадовало почему? Потому что это то, о чем долго все говорят, но никто не конкретизировал. Потому что Лавров запросил у секретариата ООН информацию о том, сколько зерна доставлено в рамках, понятно, зерновой сделки конечному потребителю. Конечный потребитель — это, помните, маленькие детки, маленькие африканские детки, которые плачут, потому что им нечего кушать. Но они вдруг оказались толстыми белыми дядьками в Великобритании, в Германии и где-то там еще. Вот, поэтому это правильный запрос, я считаю. Это хорошо. Плохо то, что грязная бомба становится уже не просто символом, а чем-то более конкретным. Смотрите, вообще заявления по поводу того, что Киев будет использовать какие-то неконвенционные виды вооружений, звучали очень давно от Российской Федерации. Вы помните наверняка, заявления были о том, что на территории Украины работают некие биолаборатории, в которых разрабатывается какое-то биооружие. И вот даже было сообщение о том, что когда Российская Федерация брала Мариуполь под контроль, была захвачена вот такая лаборатория, а после этого почему-то новости об этом пропали. В всяком случае, я не вижу и не слышу, чтобы об этом говорили где-то на полях больших каких-то серьезных СМИ и так далее. В общем, понятно, да? О подрыве ГЭС говорят обе стороны. В частности, рассказывают о подрыве Каховской ГЭС, в результате которого очень много населенных пунктов окажутся подтоплены. Об этом тоже говорят и обвиняют, две стороны обвиняют друг друга. И вот теперь грязная бомба. Что такое грязная бомба? Это не что-то там такое супер особенное. Она выглядит не как бомба. По сути, можно представить следующее. Реально фугас, на который установлено ведро с радиоактивными какими-то элементами. Подрыв фугаса, разлетелось. Радиоактивное поражение мощное не только в эпицентре, но что самое плохое, что и период полураспада вот этих вот радиоактивных веществ дольше в грязной ядерной бомбе, чем в чистой ядерной бомбе. Если бы такая бомба взорвалась в каком-то городе, а-ля как в Чернобыле, да, грубо говоря, то все металлические конструкции, все бетонные конструкции, которых полным-полно в городах, впитали бы в себя вот эту вот радиацию. И такой город, конечно, превратился бы в Чернобыль. Еще в начале февраля появился информационный вброс, или не знаю, как это оценивать, что Нацкорпус Белецкого готовит такую бомбу. В Нацкорпусе, понятно, это назвали, конечно же, грязным фейком. Впрочем, впоследствии, я должен заметить, что все, что заявлял Нацкорпус, это уже, их заявление о грязном фейке, это всегда практически грязный фейк, потому что их заявления и являлись на 99% грязными фейками. Но впоследствии Зеленский внезапно делает заявление, которое идет очень параллельно вот с такой подготовкой грязной бомбы, а он заявляет о готовности выхода из Будапештского меморандума. Это стало именно той точкой, тем спусковым крючком, возможно, ожидаемым Российской Федерацией спусковым крючком, подарком, да, для того, чтобы было осуществлено массированное вторжение 24 февраля. 21 октября впервые за полгода Лойд созванивается с Шойгу, и неизвестно, доподлинно непонятно, о чем они говорили. Но вдруг внезапно на РИА Новости появляется некий инсайт. Заслуживающие доверия источники утверждают, что Киев готовится применить грязную бомбу или маломощный ядерный боеприпас на территории Украины, чтобы затем обвинить Россию в использовании оружия массового поражения, сделав страной изгоем. И чтобы от нее отвернулись даже ее сторонники. Источники называют даже предприятия, которые к этому причастны. Это Киевский институт ядерных исследований и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых водах. Желтые воды. В Желтых водах традиционно еще в Советском Союзе работали зэки, которых приговаривали к огромным срокам заключения. Некоторые из них радовались и думали: о, попал практически, смотрите, не крайний север, еще и усиленное питание, почему-то почти что курорт. Когда у них начинали выпадать зубы, переставало функционировать все остальное, они понимали, куда, собственно, они попали. Это все продолжает функционировать.
в желтых водах продолжают функционировать такого рода производства. Не знаю, кто там работает сейчас. Есть ли у Украины атомные электростанции? Есть и не одна. Если есть атомные электростанции, мы можем предположить, что есть доступ к радиоактивным элементам. Да, конечно, он есть. Это все я говорю без учета еще обращения к помощи западных партнеров. Ни на кого не хочу показывать пальцем. Что будет, если... Я говорю не о технически. Технически у Украины, у Киева доступ к этому есть. Все, точка. Может. Я говорю о гуманитарных. То есть произойдут однозначно ужасающие последствия. Сколько это будет удар, во-первых, по собственному населению. Ну ладно, население там отбросили. Допустим, не считаются с населением. По собственной армии. А это уже огромная проблема для офиса президента, потому что это уже передоз. Плюс это просто ужасные последствия для водных ресурсов. Потому что навсегда, скорее всего, будут заражены реки. А эти реки питают водоснабжением всю Украину. Ну, к слову, они питают еще водоснабжением кое-что. Поэтому по поводу того, что если это осуществляют россияне, если считается, что это осуществляют россияне, я немного не понимаю по поводу снабжения водой Крыма. А что тогда будет? Ударить на территории Российской Федерации, потом надо будет доказывать, что это россияне сами себя. В принципе, не новость. Это часто такое происходит. Россияне, я уже слышу, что сами себе взорвали Крымский мост. Шойгу звонил и звонил. Великобритания, Франция, США, но не Турция, замечу, опубликовали заявление, о котором мы уже говорили. Украинская реакция. Зеленский записал вечернее обращение. Он призвал максимально жестко реагировать. Тем более, что он уже не стесняясь говорит о ядерных ударах по Кремлю. В МИД говорят, что у них нет грязной бомбы, они не собираются ее приобретать, еще раз повторю. Им не надо ее приобретать. Бомба – это не бомба, как она выглядит бомбой, на ней, знаете, там что-то нарисовано. Нет, совсем другая штука. И МИД, может быть, этого, конечно, не знает, а может быть, делает вид, что этого не знает. При этом Кулеба заявил, что, скорее всего, Российская Федерация готовит операцию под чужим флагом для того, чтобы взорвать и обвинить. Я замечу, что что-то однозначно готовится, и мы не знаем, с какой стороны. Но Шойгу не начал бы то, что впоследствии Зеленский назвал как-то там телефонной каруселью или что. Он бы не начал обзванивать, а Остина дважды. Первый раз Остин позвонил, потому что у него, по всей видимости, возникли какие-то вопросы, исходя из информации, которую он узнал. Второй раз уже созвон был с другой стороны. Это очень странно. Резников пригласил в Украину мониторинговую миссию МАГАТЭ, чтобы те убедились, и они согласились. Однако же, исходя из того, какие отчеты пишет МАГАТЭ, можно прекрасно понять, что они ничего не увидят. Даже если их привели бы к этому самому ядерному ведру с отходами, они бы все равно этого не заметили. Это очевидно. Они согласились, они выезжают. Интересно, как они могут это увидеть? Как может быть происходить подготовка к созданию грязной ядерной бомбы? Что это должно... Я просто понять этого не могу. Контейнер с радиоактивными веществами может находиться в Житомирской области в лесу. И что? Или в гараже где-то. МАГАТЭ же не будет исследовать всю территорию всей Украины, да? Это глупость какая-то. В Американском институте изучения войны назвали попытки РФ обвинить Украину нелепыми, но при этом не поспешили заявить, что РФ готовится к такой атаке. Каков контекст у всей этой истории? С Херсона вывозится местное население. Вывозятся и лояльные, и стараются вывозиться и нелояльные. При этом идут заявления о том, что там активно готовятся к обороне, создается тероборона, то есть там будет оборона. Несмотря на то, что они очищают там. В таком случае разумнее было бы очистить полностью, чтобы зашли войска Украины и там бахнуть эту грязную бомбу. Опять-таки, подставлять под удар своих же, хотя можно было бы сыграть в таком контексте. Да, мы уходим, убегаем, а они нас добивают, там грязный ядерный бомб. Как я себе это понимаю. Но при этом РФ говорят о взрыве на Каховской ГЭС, как бы намекая, что она может взорваться, и создают тероборону. Может быть, данные звонки от Шойгу связаны с желанием согласовать все-таки некую переговорную повестку, потому что следует заявление, к примеру, что в ближайшие недели или до конца года Украина вернет Херсон. А упоминание грязной ядерной бомбы призвано акцентировать внимание Запада на серьезности вопроса. Может быть и так.
При этом сразу же возбудился Ермак, я вам говорил, он максимально оскорбительно пооскорблял Российскую Федерацию, пооскорблял всех, сказал, никаких переговоров не будет, как будто бы это от Ермака зависит. Тоже интересно, почему вылез Ермак. Возможно, что у Ермака, ну, во-первых, это похоже было на провокацию однозначно. Во-вторых, может быть, все-таки у Ермака что-то знают о том, что эти заявления вызваны для того, чтобы подтолкнуть опять к каким-то переговорам, и не хотят этих переговоров. Может быть и так. Взятие Херсона очень выгодно. Это выгодно со всех точек зрения для режима Зеленского и для того же Запада. Это очередной какой-то маркер, это очередной символ. Большая ставка сделана в качестве тактической, символической победы. Еще она связана с тем, в каком же объеме будет помощь Запада, военная помощь, иная помощь, идти к Киеву. Я говорил то же самое перед харьковским наступлением ВСУ. Это очень важно. И время сокращается, и времени почти нет. Поэтому это произойдет вот сейчас скоро. Что в этом всем наступлении, какую роль сыграет грязная ядерная бомба, которой, дай бог, не будет, мы уже скоро увидим. Пока.